Вы бы осудили кого-то, не зная его истории. Она это сделала и заплатила за это эмоциональной ценой. На следующий день ровный гул самолета наполнил салон, когда пассажиры устроились на своих местах. Это был поздний рейс из Далласа в Финикс. Короткая поездка, которую большинство из них ожидали пройти без происшествий. Среди пассажиров был высокий мужчина в форме, его аккуратно отутюженные боевые брюки были неоспоримо узнаваемы. Он двигался с определенной целью, его присутствие вызывало тихое уважение, хотя он, казалось, предпочитал сливаться с окружением. Он кивнул бортпроводникам и тихо занял место ближе к середине самолета. Несколько рядов впереди сидела женщина в возрасте около 50 лет, одетая в элегантный пиджак и излучающая ауру важности. Она поправила сумочку на коленях, оглядываясь, пытаясь оценить, кто мог бы посметь нарушить ее покой. Ее взгляд упал на солдата, когда он убирал свою сумку в багажный отсек. Что-то в ее выражении изменилось. Почти незаметная усмешка перед тем, как она снова вернулась к своему телефону. Бортпроводники прошли по проходу, проверяя порядок. Когда солдат сел, женщина немного повернулась в своем кресле и пробормотала достаточно громко, чтобы все вокруг услышали. Вы бы подумали, что таких людей ставят где-то в другое место. Форма катакешня — это не значит ничего в наши дни. Атмосфера стала напряженной. Пассажиры обменялись тревожными взглядами, не зная, как реагировать. Солдат, казалось, не замечал ее замечания. Он был занят, пристегивая ремень безопасности, но ее слова висели в воздухе, как неловкое молчание. Никто не решился ответить на ее жестокость. Она казалась ненадлежащей. Почему нападать на того, кто не сделал ничего плохого? И все же никто не сказал ни слова. Самолет взлетел, и напряжение оставалось как невидимая грозовая туча. Но тихое неудобство в салоне было только началом того, что станет полетом, который никто не забудет. Когда самолет выровнялся и знак «Пристегните ремни» погас, отношение женщины, похоже, усилилось. Она повернулась в своем кресле, несколько раз взглянув в сторону солдата, ее неодобрение было очевидным, как полуденное солнце. Она шепотом обратилась к пассажиру рядом с собой, пожилому мужчине в гавайской рубашке, который, похоже, находился между вежливостью и неловкостью. Странно, не так ли? Солдат на таком рейсе. Разве обычно они не летают на своих самолетах или что-то вроде того? Мужчина пожал плечами, явно не желая углубляться в разговор. Но она не остановилась. Я имею в виду... В наши дни любой может носить форму. Это не значит, что он герой. Ее слова долетели дальше, чем она предполагала. Или, возможно, она знала, что делает. Женщина, сидящая через проход, подняла взгляд от своей книги, нахмурившись. Молодая пара через 2 ряда обменялась взглядами, явно неловко себя чувствуя. Солдат молчал. Его внимание было полностью поглощено блокнотом на коленях. Он что-то записывал, возможно, письмо, возможно, заметки. Но что бы это ни было, это полностью занимало его внимание. Он не моргнул, не взглянул в ее сторону. Его спокойствие, похоже, раздражало ее еще больше. Она нажала кнопку вызова бортпроводника, и быстро подошла молодая девушка по имени Анна. «Да, мадам, чем могу помочь?» — спросила она. «Я хочу сменить место», — сказала женщина, указав на солдата. «Я просто предпочла бы сидеть где-то в другом месте, где тише». Анна немного замешкалась, скрывая удивление за профессионализмом. «Извините, мадам, но все места заняты, других мест нет». Женщина вздохнула, как бы отвергая проблему, и махнула рукой. «Ладно, я справлюсь». Пассажиры вокруг нее явно чувствовали себя неловко. Мужчина в возрасте около 30 лет наклонился к своей жене и прошептал, в чем ее проблема. Но никто не сказал ни слова. Невыраженные правила вежливости сковывали всех. Несмотря на растущее напряжение, солдат оставался спокойным. Он продолжал писать, время от времени приподнимая взгляд к окну.
Что бы он ни писал, это было намного важнее, чем жалкие замечания, брошенные в его сторону, но его молчание только придавало женщине уверенности. Когда началась подача напитков, она сделала еще одно пассивно-агрессивное замечание, достаточно громкое, чтобы все услышали. «Наверное, стандарты изменились. Не могу представить, чтобы мой отец сидел рядом с таким человеком в его времена». Анна на мгновение замерла, прежде чем быстро восстановить контроль. «Что вы будете пить, мадам? Кофе или чай?» «Черный кофе. Без сливок и с сахаром», — коротко ответила женщина, явно раздраженная тем, что ее комментарий не вызвал реакции. Солдат заказал воду и тепло улыбнулся Ане. «Спасибо», — сказал он тихим, уверенным голосом. Анна улыбнулась в ответ, явно почувствовав облегчение от приятного общения после напряженной перепалки. С течением времени женщина продолжала свои едва завуалированные замечания, каждая из которых становилась все резче. Она жаловалась на сервис, на места, на кондиционер. Каждое ее замечание было едва скрытым уколом в сторону солдата. Но в то время как пассажиры становились все более неудобными, никто не мог предсказать, как быстро изменится настроение и как глубоко это повлияет на всех. Во всем этом солдат оставался непоколебим. Он сидел тихо, его широкие плечи были расслаблены, взгляд сосредоточен на блокноте в его руках. Уголки его губ время от времени чуть поднимались. Не совсем улыбка, но что-то задумчивое, возможно, даже меланхоличное. Было видно, что он давно научился выдерживать такие бури, не давая им сломить себя. Солдат был молод, вероятно, ему было под 30, с крепким подбородком и решительными глазами. Его форма показывала признаки износа. Вот здесь изношенная нить, там слабый след от потертости, но в целом она была безупречной, как будто значила для него что-то большее, чем просто долг. Для него это было не просто ткань, это было свидетельством чего-то большего. В какой-то момент маленький мальчик, сидящий в ряду перед ним, повернулся и уставился. Мальчику было не больше 5 лет. Его пухлые руки крепко держались за край сиденья. «Ты настоящий солдат?» — спросил он полным восхищением голосом. Солдат поднял взгляд, его лицо смягчилось. «Да, я настоящий», — ответил он с нежной улыбкой. Мать мальчика, сидящая рядом с ним, быстро извинилась. «Прошу прощения, он просто любопытный». «Это не проблема», — сказал солдат. Его тон был теплым и успокаивающим. «Хорошо задавать вопросы». Мальчик широко улыбнулся, явно пораженный. «Ты сражаешься с плохими парнями». Солдат немного замедлил ответ, его улыбка исчезла на мгновение. «Иногда я помогаю защищать людей», — сказал он осторожно. Его голос звучал с тихой скромностью, которая говорила больше, чем слова. Этот разговор был коротким, но не остался незамеченным. Несколько пассажиров, которые ранее бросали на него любопытные взгляды, теперь смотрели на него по-другому. Но женщина в элегантном пиджаке осталась непреклонной. Она закатила глаза и пробормотала что-то себе под нос о том, как он играет героя. Солдат не отреагировал. Он вернулся к своему блокноту, писав тщательно и размеренно. Несколько рядов назад Анна, бортпроводник, шепнула своему коллеге: «У него больше терпения, чем у кого-либо, кого я когда-либо видела». И она была права. Дело было не в том, что он не слышал замечаний женщины. Он просто отказался вступать в разговор. Может быть, потому что он уже слышал их раньше. Может быть, потому что он знал, что есть битвы, которые стоят того, чтобы их сражаться, а это не было одной из них. Или, может быть, потому что он нес с собой нечто гораздо более тяжелое, чем ее слова могли бы когда-либо быть. Когда самолет приблизился к своему пункту назначения, солдат аккуратно сложил блокнот и положил его в сумку. Он вытащил маленькую бархатную коробочку из кармана и бережно держал ее в руке, как будто она была из стекла. На мгновение его выражение изменилось. Спокойная внешность дрогнула, заменившись чем-то более глубоким, возможно, горем
или почтением. Коробочка была не яркой, но она имела значение. Люди вокруг заметили это, но не осмелились спросить. Было без слов понятно, что все, что в ней было важным и не их делом. Солдат закрыл глаза на мгновение, сделав глубокий вдох. Когда он снова открыл их, его спокойствие вернулось, как будто он почерпнул силу из того воспоминания, которое хранилось в коробочке. Но значимость этого момента никто не осознал до конца. Даже женщина до следующего дня, когда заголовки новостей раскрыли, что солдат нес с собой, и почему это было так важно. На следующее утро солнечные лучи проникали через окна пригородного дома в Скоттсдейле, штат Аризона. Женщина с рейса сидела за своим обеденным столом с чашкой горячего кофе в руках. Она невнимательно листала свой телефон, просматривая электронные письма и социальные сети. Рейс из Далласа был для нее совершенно обыденным. Просто очередная поездка. Она уже все забыла, не осознавая того дискомфорта, который она вызвала. Ее утренний распорядок был предсказуемым. Кофе, быстрый просмотр новостей, а затем несколько звонков перед встречей в середине утра. Но сегодня новости привлекли ее внимание так, как это не было обычным делом. Заголовок бросался в глаза. Местный солдат возвращается домой с последней миссии, неся прах павшего товарища. Она остановилась, и ее палец завис в воздухе над экраном. Что-то в фотографии под заголовком напомнило ей о чем-то. Она нажала на ссылку, и когда страница загрузилась, ее дыхание перехватило. Вот он, солдат с того рейса. Его лицо было незабываемым, его спокойные глаза смотрели на нее с экрана. Статья рассказывала о его путешествии. Старшина Элайджа Брукс, возвращающаяся домой после тяжелой службы за границей. Он привозил останки своего лучшего друга и боевого товарища, сержанта Адама Рейерса, который погиб в бою. Бархатная коробка, которую она видела у него в руках во время рейса, содержала жетоны Рейерса, драгоценную память для скорбящей семьи. Чем дальше она читала, тем сложнее было воспринимать детали. Элайджа и Адам были друзьями с детства, неразлучными с тех пор, как учились в школе в Эль-Пасо, Техас. Они вместе пошли в армию, пообещав всегда поддерживать друг друга, несмотря ни на что. Это обещание было проверено в конце их последней миссии, спасательной операции, которая пошла не по плану. Адам закрыл собой Элайджу во время взрыва, пожертвовав своей жизнью. Элайджа был тем, кто забрал тело Адама и доставил его домой к семье. Слова начали расплываться, когда ее глаза наполнились слезами. Ее мысли вернулись к рейсу, к каждому ее ехидному замечанию. Она вспомнила, как он оставался спокойным, как не сказал ни слова в свою защиту. Теперь она понимала, почему он не игнорировал ее. Он нес в себе горе, которое было настолько глубоким, что и ее мелкие замечания не могли его затронуть. Она положила телефон и уставилась на свое кофе, потеряв всякое желание пить. Вина затопила ее сердце, она ощущала ее тяжесть у души. Она осудила его, ничего не зная о нем, свела его к стереотипу в своем сознании. И все же он показал ей лишь тихое достоинство. Статья завершалась цитатой Элайджи. «Адам был не просто моим лучшим другом. Он был моим братом. Вернуть его домой – это было последнее, что я мог сделать для него, и я буду носить его память со собой всю свою жизнь». Грудь женщины сжалась. Она подумала о своем брате, который умер много лет назад в автомобильной аварии. Она вспомнила боль, пустоту и то, как даже малейший жест доброты значил целый мир в те темные дни. Как она из всех людей могла быть так жестока к кому-то, кто страдает? Ее мысли закружились. А что, если кто-то еще на рейсе вмешался бы?
Что, если бы она решила молчать? Тягость ее поступков давила на нее, и в первый раз за многие годы она почувствовала настоящий стыд. Но, глядя в окно, где утренний свет отбрасывал длинные тени по комнате, она поняла, что одной вины недостаточно. Она должна была что-то сделать, что угодно, чтобы исправить это. Женщина сидела в тишине, игнорируя шум уведомлений на своем телефоне, когда вновь прокручивала каждое мгновение рейса в своей голове. Каждое слово, которое она сказала солдату, теперь казалось ей осколком стекла в груди. Спокойствие, с которым он держался, тихое достоинство в каждом его движении – все это контрастировало с ее собственным поведением. Она снова посмотрела статью на своем телефоне. Ее пальцы дрожали, когда она снова прокручивала ее. Изображение Элайджи, стоящего в полном облачении рядом с гробом, покрытым флагом, врезалось в ее память. Его выражение было серьезным, решительным, но в его глазах была печаль, которую не могли передать слова. Женщина больше не могла сдерживать слезы. Они лились быстро и неудержимо. Ее дыхание перехватывало, когда вину и стыд захлестнули ее. Она думала о рассказах своего отца, ветерана Первой мировой войны, о том, как солдаты образуют крепкие связи, как они готовы пожертвовать всем ради друг друга. И вот она, спустя десятилетия, унижала мужчину, который принес своего боевого брата домой, вероятно, заплатив за это огромную личную цену. Ее мысли вновь вернулись к брату, к боли утраты, ране, которая никогда не зажила. Она вспомнила, как однажды в первые дни своей скорби она сорвалась на незнакомца, невинного продавца, который не заслуживал ее неоправданной злости. Это был момент, который она несла в себе много лет, напоминание о том, как легко боль может превратиться в жестокость. И вот она снова поступила так, на этот раз с человеком, который уже пережил так много. Она думала о молчании солдата во время рейса, как он отказался ответить на ее колкости. «Это не потому, что он был слаб», — поняла она. «Это потому, что он был сильным, сильнее, чем она когда-либо была». Он выбрал не реагировать на ее слова, сосредоточив внимание на том, что действительно важно. И поступив так, он показал ей тихую грацию, которой она не заслуживала. Мысль об извинении пришла ей в голову, но как? Она даже не знала его имени до сих пор. Найти его было бы вторжением в его личную жизнь, а что она могла сказать, чтобы загладить свою вину? Тягость сожалений парализовала ее. Но она знала, что не может оставить все так. В оставшуюся часть утра она искала информацию. К полудню она узнала больше о истории Элайджи и о благотворительном фонде, который он основал в честь своего друга Адама, фонд, поддерживающий семьи погибших солдат. Ее сердце сжалось, когда она читала о трудностях, с которыми сталкиваются эти семьи, о жизнях, которые изменились навсегда из-за жертв. На следующий день она сделала пожертвование в фонд. Ее руки дрожали, когда она писала сообщение. Оно было коротким, но искренним. «Старшина Элайджа Брукс, я не знала вашу историю, но теперь я ее знаю. Спасибо за вашу службу и за то, что показали мне, что такое настоящая сила. Прошу прощения за мои слова, и я буду носить этот урок с собой всю жизнь». Нажатие на кнопку «Отправить» было маленьким шагом на гораздо более длинном пути. Она знала, что не может стереть прошлое, но она могла выбрать стать лучше. Она могла выбрать уважать его жертвы и жертвы многих других, неся с собой урок доброты и смирения. Позже вечером она сидела на веранде, наблюдая, как солнце опускается за горизонт. Вина была все еще здесь, но теперь ее сопровождала новая решимость. Она увидела худшее в себе и теперь хотела стать лучше не только для Элайджи, но и для всех, с кем ей предстоит встретиться в будущем. Потому что в конце концов тяжесть ее поступков касалась не только солдата,
или даже ее самой. Речь шла о том, какой мир она хочет помочь создать. Дни женщины после рейса уже не были обычными. Каждый раз, открывая телефон или сидя за утренним кофе, она думала о старшине Элайджи Бруксе и о том, чему его история ее научила. Его сила заключалась не в форме или медалях, которые он заработал, а в его несгибаемом достоинстве перед лицом невежества. Он показал ей, что иногда самый сильный ответ – это молчание, и иногда молчание говорит громче слов. Она несла этот урок в своих взаимодействиях с другими. На работе она старалась по-настоящему слушать своих коллег, предлагать доброту вместо критики. В личной жизни она связалась с друзьями и семьей, с которыми потеряла связь, извиняясь за моменты, когда она была не лучшей версией себя. Постепенно она начала чувствовать себя легче, тяжесть вины превращалась в решимость стать лучше. История Элайджи и Адама оставалась с ней не как воспоминание о ее стыде, а как напоминание о жертвах, которые приносят другие, и важности эмпатии. Она рассказывала эту историю другим, не включая часть о ее поведении, а о двух солдатах и их нерушимой связи. Каждый раз она завершала ее простым посланием. «Мы никогда не знаем, с какими битвами сталкиваются другие. Поэтому давайте выбирать доброту». Что касается Элайджи, то он так и не ответил на ее сообщение, и она не ожидала этого. Ее извинения не были попыткой получить прощение. Это было признание ошибки и урок, извлеченный из него. Она надеялась, что ее пожертвование хоть как-то поможет таким людям, как он и Адам. Жизнь продолжалась, но она стала другой. Женщина, которая когда-то легко судила, теперь старалась понять. Она знала, что не может переписать прошлое, но она могла формировать будущее, свое будущее, с состраданием, смирением и уважением. Потому что, в конце концов, не важно, какие слова мы говорим в спешке, важно то, какие действия мы предпринимаем после. Так что если эта история затронула вас, помните, каждое взаимодействие – это выбор. Давайте сделаем его таким, которым мы будем гордиться.